Грэм Грин, английский писатель, лауреат Иерусалимской премии. Когда мы несчастны, нам хочется заставить страдать и других. Слава – самое сильное возбуждающее средство. Быть может, счастье – это просто тихое дыхание рядом со мной на подушке. Нельзя вечно быть подающим надежды, рано или поздно их придется оправдывать. В каждой шутке есть обратная сторона чувства человека, над которым подшутили. Церковь знает все законы, но она и понятия не имеет о том, что творится в человеческом сердце. Под ливнем будничных дел, случайных встреч, чужих забот, совсем забываешь о своих страхах. Господь не позволяет заглянуть себе в карты, но каждый может увидеть, как он их тасует. У некоторых людей гордость видно сразу, как кожную болезнь, чувствительную к каждому прикосновению. Покажите мне счастливого человека, и я покажу вам либо самовлюбленность, эгоизм и злобу, либо полнейшую духовную слепоту. Слова утешения, как и акт любви, постепенно превращаются в шаблон. Когда ставишь себе недосягаемую цель, плата одна – отчаяние. Говорят, это непростительный грех. Но злым и растленным людям этот грех недоступен. У них всегда есть надежда. Они никогда не достигают последнего предела, никогда не ощущают, что их постигло поражение. Только человек доброй воли несет в своем сердце вечное проклятие. Мир состоит не из черного и белого, а скорее из черного и серого. Ересь всего лишь другое название свободы мысли. Никакие книги не доставляют нам того удовольствия, как те, что нам читали в детстве, ибо там была обещана простая и ясная жизнь. В книгах же, которые читаешь потом, все сложно и противоречиво, в соответствии с нашим жизненным опытом, и мы уже не умеем отличить злодея от героя, а мир превращается в маленький, тесный закоулок. Молчание не всегда признак спокойствия. Иной раз оно означает смятение духа. В отношениях между людьми нежность и ложь стоят тысячи правд. Несчастье, как и набожность, может войти в привычку. Для актера успех всего лишь отсроченный провал. Хотелось бы, чтобы у вас было несколько плохих мотивов, вы могли бы немного больше понять людей. У каждого из нас есть истинный возраст, не меняющийся с годами.
Природа ставит нам нашу собственную глупость в качестве западни. Любовь выдумали трубадуры в XI веке. Типичное явление для всего людского рода. Во имя идеалов применяется насилие, потом идеалы испаряются, а насилие остается. В медлительности есть достоинства, которые мы потеряли. Пока кто-то счастлив, можно терпеть любую дисциплину. Несчастье разрушает привычки работы. Существует точка невозврата, незамеченная в то время в большинстве жизней. Так всегда и бывает, когда вы убегаете в пустыню, у вас кричит тишина. Жестокого человека можно узнать по тому, что он плачет в кино. Мы часто несправедливы к тем, кого сильно любим. Если у тебя есть ребенок, ты осужден быть отцом пожизненно. Дети от тебя уходят, а вот тебе от них никуда не уйти. Я не позволяю себе никого презирать, ни единого человека. Можешь сожалеть о своих поступках, если тебе нравится упиваться жалостью к себе, но только не смей никого презирать. Никогда не считай, что ты лучше других. И откуда в человеке эта страсть к разрушению? Ведь до конца всего никогда не разрушишь. Нельзя же прожить жизнь, никому не доверяя, запереть себя в худшую из тюрем, какая может быть, самого себя. Странное открытие делает иногда человек. Оказывается, что в жизни, какая она ни есть, бывают и хорошие минуты, всегда найдется возможность для сравнения с худшими временами. Даже когда тебе грозит опасность, даже когда ты несчастен, маятник ходит туда-сюда. Обладание уже само по себе причиняет боль. Мы слишком бедны душой и телом, чтобы обладать без гордыни или принадлежать, не чувствуя унижения. Надежда – инстинкт, убить который может только человеческий разум. Слова утешения, как и акт любви, постепенно превращаются в шаблон. Можно отсутствовать год, но когда ты вернешься домой и за тобой захлопнется дверь, тебе покажется, будто ты и не уходил. А можно вернуться через несколько часов, но все в твоей жизни до того изменилось, что ты почувствуешь себя чужим. Грэм Грин. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.